Patrick Lancaster, and right now we are in Kursk, the capital of the Kursk region of Russia, where the Ukrainian invasion or incursion on Russia has happened. Many people have lost their homes. Civilians have been killed. There's different reports saying there's foreign soldiers on the ground on Russian territory with foreign weapons, and that Ukrainian or pro-Ukrainian forces have killed civilians purposely. We're here at a refugee center where Russian forces, Russian government has evacuated many civilians from this large area that is under control of Ukrainian forces right now. And we're here to investigate these reports, talk to the people on the ground about what's really happening there and what had happened there, and just get eyewitness accounts of the real facts. Thanks for being here with us. Please like, share, subscribe. Remember, we're independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Здравствуйте. Добрый день. Можно сказать, представиться себя и сказать, где мы сейчас? Да. Я ректор Курского государственного аграрного университета Мусьял Александр Вячеславович. Мы находимся в студенческом городке нашего аграрного университета. На сегодня здесь по решению врио губернатора Курской области Алексея Борисовича Смирнова работает пункт временного приема. Пункт временного приема наших граждан, наших земляков, которые были вынуждены переселиться из приграничных районов нашей Курской области. На сегодня у нас проживает 570 человек. Среди них 140 – это дети. Для наших земляков мы с первого же дня организовали трехразовое горячее питание, обеспечили всем необходимым. У нас работают кабинеты психологической поддержки, работают детские игровые комнаты, детские игровые площадки на открытом воздухе. Мы оказываем юридическую помощь, юридическое сопровождение. Социальные работники, банковские работники работают также вместе с нами. Наши гости обеспечены всем необходимым. Спасибо. Здравствуйте. Да. Извините, Ничего. можно вопрос? Можно. Можно сказать, что произошло и где? Ну что произошло? У нас давно все это стрелялось. Я не очень такой сведущий в вооружениях, чем, как и что стрелялось. Ну, стрелялось, дроны стали чаще летать. По нарастающей. Ну, конечно, да. Стали охотиться на людей, что мы не могли просто до магазина дойти. Прежде чем выйти, надо было посмотреть, и чтобы было куда бежать. Потому что они охотились на людей. Человек вышел, они могут кинуть. На велосипеде. Ну, конечно, у нас не было военных. У нас не было военных. У нас обыкновенные люди, без всяких... Может, они подумали войны там? Ну как можно подумать, если вот мы пенсионеры, инвалиды с палочками, как можно подумать, что мы какие-то военные? Потом дошло до того, что вот уже ближе к 6 числу, что канонада нескончаемая шла, дроны нескончаемые. Вот мы с подвала, мы не могли выйти. У меня сын инвалид, я не могла выйти в квартиру подняться, чтобы что-то там взять или что, потому что из подвала вот так вот высунешь, а дрон уже висит. Он видит, что ты спрячешься в этот под козырек, а он отлетает. Думаешь, что он полетел, а он за дом отлетел за крышу и сторожит. Только опять, ну мы ж уже боимся, только опять, а он опять выруливает. Мы могли даже не то, что документы зайти в квартиру взять, а уже 6 числа к вечеру это уже нескончаемое пошло. Просто гул. Мы еще сначала подумали, лязг, треск, вот этот вот, ну, тяжелое железо, техника идет по другим улицам. Мы думаем, мы никак не ожидали, что это Украина. Мы думали, что
наши идут, что нас сейчас защитят, что ведь ужас этот прекратится, весь этот обстрел. В подвале сидели, у нас штукатурка отовсюду сыпалась на голову. Невозможно было в подвале сидеть от такой канонады. А потом уже сказали, что это не наши. Я лично своими не видела, мы из подвала не могли выйти. Ночи еле пережили. Не то слово просто. Утром мне уже сын говорит: мам, я не могу. У меня вот просто нервный срыв, я пешком. Куда? Ты инвалид первой группы, куда я пешком с тобой пойду? Мы, естественно, оставались в подвале. Немножечко я так издали у просвет выглядывала кое-когда. Думаю, ну, может быть, хоть кто-то, хоть нам воды какой-нибудь, чтобы привезли. Ведь это ж, ну все. Во-первых, у нас уже все коммуникации не работали. Мы просто вот, умрем там, да и все в этом подвале. И случайно я увидела, что военные забирали. 10 человек они. Это был, вот просто валилось все. Военные забрали кто? У нас МЧС забрала и военные. Я фамилии не спрашивала. Да, мы не могли даже подняться, забрать какие-то наши, русские. Как эвакуация? Да не эвакуация, просто люди вывозили людей. Чисто по-человечески. За помочь просто, за помочь людям безопасно. МЧС, конечно, беспокоилась о том, чтобы как можно больше людей вывезти. Нас вывезли, слава богу. Вывезли, конечно, под обстрелами, я не знаю. Мы ехали и просто Богу молились, чтобы сверху на нас чего-нибудь или взад, или не разбомбило, ничего не случилось. Но нам повезло. Вы видите украинский дрон? Конечно. Они преследовали постоянно. Мы машины ехали, мы лежа в этой машине ехали. Без вещей, безо всего. Молитесь, чтобы по полям с большой скоростью, там уже не до сантиментов, надо было доехать. Мирные жители стреляли. Он остался со мной, слава богу, мы доехали. Доехали вот до Курска благополучно. Нам повезло. Но многие люди, конечно, умерли. Мы выглядывали машины, гражданские машины, которые пытались уехать, они просто сгоревшие, расстрелянные. Вся дорога от Суджи до Курска. И это люди, которые умерла, это от дрона? Я от дрона, от снарядов. Я не была свидетелем, что именно конкретно в данную машину попало. Конечно, они умерли как следствие ударов. И вы сказали, это момент войны не был там, только... Какие военные? Старики, старухи. Уже кто-то в машинах, и кто более такие уехали. Там уже никого таких не было. Мы были инвалиды, кто на костылях, кто вообще не может из дома выйти. И по ним стреляли. И как вы думали, почему украинские сделали это? Потому что это террористы. Чистой воды терроризм. Что они сделали, я не знаю. Чтобы выслужиться перед кем-то там или перед самим собой, я не знаю. Свое эго показать. И какой район или поселок вы? Суджа. Именно Суджа, Именно да? Суджа мы. И... Они оставили просто людей безо всего. И при чем тут люди? Я не понимаю. И сейчас на Суже есть много украинских солдат. Если вы могу поговорить о них несколько слов, что вы могу сказать за это украинский солдат на твоем городе? Едьте домой, к своим семьям, к своим родным. И не нужно уничтожать людей, простых людей. Это не знаю я просто. Мир должен быть везде. Зачем? Губить жизни других и свои. Зачем? Мы хотим все мира. Как зовут? Людмила. Очень приятно. Спасибо. Рассказывайте, что детей убивали. Да, это раз слышал. Это к вам. Поговорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, это американский журналист. Хотел бы переговорить с вами. Вы можете рассказать, как вы убегали, как
все это происходило? В принципе, что был и как это был, если можно. Извините, я Ну, промаю. было это 6 на 7, вот в августе. Начали они с 12 где-то ночи, вот, все летать, все стрелять. Ну, всю ночь просетовались, прослушали, это или ракета, или что-то, прошумело, прогудело. Ну, думаю, пока вот нормально возле нас все было. Потом уже под утро, наверное, часа 4 или начало 5. Слышим уже все, как-то сильный такой прилет, аж страх у нас. Но мы поднимаем всех детей, со мной мама находилась. Вот, не было ни мужей, никого, они были на работах. Мы, женщины, одни были дома с детьми. Надо, думаю, подниматься. Но мы начали подниматься, и только поднимаем детей маленьких, кто кого хватает, кто куда берет в подвал, чтобы спускаться. Вот, и взрыв возле нас, это была или ракета, или вот это вот, я не знаю, ну, взрыв, большая яма получилась, порассыпались осколки, все у нас, конечно, дома посыпались и окна, и рамы повылетали, и все даже повырвалось, что было гвоздями большими забито, все даже от этого грохота все повырвалось. Ну, просидели мы до часов 9-10 где-то, звоним, как бы нам выехать оттуда, уже страшно, уже дети плачут, у нас, сейчас скажу, 7-8 детей было, и 2 нас взрослых было. Вот страшно было. Думаю, как нам вывезти? Звонит сестра с Черкасско-Поречной. Говорит, давайте едьте ко мне. Хоть бы как-то, ну, тут не так-то, как уже у нас уже началось все в середине, все уже. Поехали, мы дождались зятя бывшего, приехал, нас погрузил этажами на одной машине, и мы поехали до нее. Повызвали она своего мужа, мы своих мужей, чтобы выехать нам хоть куда-то, в Курск, куда-нибудь, хоть в машинах ночевать, ну, куда-нибудь. Просидели до вечера, до 12 часов ночи, прождали, пока кто с Москвы приехал, кто с рейса приехал. Все, поехали мы на машинах. Так целый день сидели, слышим, что-то летает. То просидим там, то в подвал бежим. Вот так мы с детей мариновали детей. Кушать и все хотели. Дети все в сухомятку ели, что было. А вот, ну, дождались мы. Потом зять приехал с рейса, начальнику позвонил, он не стал ехать в Суджу, уже опасно было, за своей машиной поехали мы на «Газели». Вот, созвонился он, до Большесолдатского доехали. Вот, доехали мы до Большесолдатского, а младшая сестра, да он слегнул, а младшая сестра поехала на машине обычной уже, вот муж ее приехал. Но вот этот маленький ребенок и старший ребенок сел с этим ребенком в той машине в обычной, и средняя села с 3-летним мальчиком, и сестра своей 2,7, и с мужем. Вот поехали на обычную. Мы уже взрослые, как и племянники, 3 вот племянников, и старшие еще мои подросткового же возраста больше. Думаю, мы поедем на «Газели», хоть как-то мы прикроем их. Все равно страшно было. Ну, притихло, пока думаем, ну тихо, надо выезжать. Вот, но стали только выезжать по Поречному ехать, и слышим такие грохоты, а нам же не видно сзади. Вот, то впереди там, конечно, видно, а нам не видно сзади, все же закрыто в «Газели» это. Думали, на трассу выехали. Говорю, господи, на трассу побыстрее до Большесолдатского доехать. И слышим тут сзади как-то по мне такой удар. А я не поняла, почему у меня зять приостановился. Оно ж ни окна, ни связи, все уже не было ничего, позвонить, что они стали. Думаю, господи, плачем, что такое. Ну, уже до Большесолдатского еле доехали, все, он как-то доехал, а получилось, там что-то ветовалось, и полетели все осколки, ему карбюратор. Вот, ну, кое-как уже доехали до Солдатского, пересели начальника машины вот с меньшими детьми. Ну, а зять уже, получается, вот со взрослым человеком, и племянник 13 лет поехал уже на «Газели», потому что места не было, как нам хоть эти было меньше тех рассадить. С матерью и я вот поехали. Ну, кое-как доехали. Лобовое стекло выбилось от ударов осколков. И, говорю, карбюратор, все попало. Доехали мы до Курска. Извините, это был военная машина или гражданский? Не, это мы сами на своих машинах выезжали. Гражданские машины. На наших машинах. И украинские стреляют на твою гражданские машины. Украинцы били по гражданским машинам, он спрашивает. Ну да. Ага. Вот. И вы сказали, твой дом тоже?
И да, уже как уже вот это вот взрывы все было, да, они пускали все. Они, может быть, подумал военный возле твоего дома? Нет, это не наши, ничего никто не сбивал. Это они всю ночь прокидали, жужжали, пролетали. И уже под последок от этих взрывов все посыпалось. Военный, русский военный и не наши был? нет, Ага. это их не. Вы думал, они специально стреляют на гражданских? Или как? Они специально стреляли по гражданским? Конечно, как они просто так же не будут. Или они думали, что у вас военные находятся рядом? Я не думаю, что военные. И раз началось это, И как вы думали? неожиданно все, без документов, без вещей, кто в чем поехал. И почему украинские сделали это? Как вы думал? Не знаем даже, что они так делают. И Да, много был как это? Украина стреляет на гражданский? Или как? Много был? Ой, да, конечно, много. Целый город. Да. Кто смог, повыехал, кто там остался. У меня отчим вот остался. Не захотел ехать. Он после работы приехал на другой день, а мы уже выехали в Курск. Звоним ему это. Еще на работе звонили. Говорю, давайте быстрее ехать надо, нам тоже выезжать. И оказывается, на другой день они добрались, приехали, но не смог выехать. И сейчас там украинский солдат. Да, вот там, говорят, украинские еще все, да, позашли. И Вот. если вы могу поговорить, это украинский солдат на твой город, что вы могу сказать они? Вот обратитесь к украинским солдатам. Что вы им скажете? Я что бы сказала? Я не знаю, что сказала. Одним тварями никак не назвать, я не знаю. Мучить детей. Что им можно еще сказать? Зять тоже переживает, он отца тоже не получилось забрать. Тоже не знаем, как там отец сделал, что он слышим, говорит, мои знакомые, он говорит, матери, дочку. Ну, знакомые по городу, я их знаю, говорит, вывезли уже, говорят, в Украину, там правда, неправда, я не знаю. Извините. Страшно было, конечно. И маленьким этим по машине попало. И нам на «Газели» ехали рабочие, и которые наши тоже ехали, вот с маленькими вообще не знали связи. Мы им звонили, думаем, как они, что там это. Ну, связи уже не было, все пообрывалось, ни связь, ни написать, ничего. Потом же в Солдатское выехали, уже звонят, говорят, мы ждать вас не будем, пока вы там переселитесь, мы поехали. Едешь на дорогах, машины горят, все страшно. Смотришь, там что-то не упало дальше до Курска. Уже проехали, уже до Курска доезжали, кольцо, уже спокойнее было. Извините. Спасибо большое, вы простите, пожалуйста, Да, еще раз. извини. Здравствуйте. Извините. Американское телевидение. На говоря? Да, На говоря как-то. только честно, правда. Можно сказать, вы откуда? Из Суржи. Ага. И что произошло там? Ну, что произошло, происходило уже давно, началось, в общем-то, как я могу сказать? Где-то там постреливали, мы хорошо в бассейн ходили, мирная жизнь как бы была, ну, так вот, в кавычках можно сказать. Сильно стреляют, значит, мы как бы особо не выходили никуда. Если бы притихает, мы, в общем, нормальной жизнью жили, в общем-то. Ну, а где-то 5 числа, 6, наверное, или 5, я не помню уже, честно говоря, я старая. Вот, и это самое. Начали постреливать почаще, дроны стали чаще летать. Украинский. Украинские, да, да. Ну, наши в ответку сбивали их, в общем-то, это самое. Ну, где-то там стрельнут, где-то там что-то повредят. Ну, как-то мы тоже еще продолжали, в общем-то, нормально. А о том, что мы эвакуируемся, как-то особо... Ну, мы слышали, что там собираются, в общем-то, где-то в Сумах, это самое, мы читаем, телеграм-канал Суржи, все это. Ну, так как-то особо надеялись, в общем-то, что нет, это самое. А потом люди начали уезжать, сказали, эвакуация как-то.
люди стали уезжать, в машинах сразу собирали семьи. Я слышу, много домов Суджи был под обстрел. Послушайте, ну, значит, я что хочу сказать. Мы особо ничего не видели, мы сидели 2 суток в подвале, потому что стрельба участилась и с той стороны. И, в общем-то, мы как бы особенно нос не показывали на улицу, ну, выйдем, хоть и так это самое. А вообще-то уже и ночь были в подвале, квартиру забегим, у меня 1-й этаж хорошо, что-то там возьмем, что-то опять подвал, ну, для большей подстраховки как бы. Где-то стреляли, где-то там дымилось, где-то говорили это самое. В телеграм-канале особенно не заглядывали, потому что связи уже не было, света не было, воды не было. Но у нас вода, запас был, все это мы готовились, в общем-то, как бы, на всякий случай. Ну как, мы же все-таки рядом война. Вот. И это самое. А потом уже 5-го, 6-го, вот на 7-й мы переночевали. Ну как переночевали? Сидели, в основном-то это страшновато было. В квартире как-то это самое, там надежнее в подвале. Вот. А потом, значит, где-то около часа 7 числа, по-моему, или около 12, сын выглянул во двор. А у нас буква П, 3-этажки стоят. И он выглянул и говорит, БТР стоит, и военные прямо все этой самой, бронежилете, все в этом, это самое, говорит, кто... Выходите, я вас отвезу. Да, ну, у нас радости было столько, что мы все бросили, естественно. Мы же с собой все не заберем. У меня были сумки приготовлены, в принципе, там документы были. Что там еще, по спортивному костюму кинула. Все, и то, думаю, сейчас скажет выбросить. Ну, что тогда уже, или хоть что-то. Кто военный был? Ну, как, военные наши, БТР. Вот, 2 это самое. Вот. А люди уже с этих домов, с 3-этажек, 3 дома, которые были, они уже поуехали на своем транспорте, в принципе, уехали в Курск. И когда уезжали, как нам, такая у нас безысходность была, что вот мы остаемся, у меня муж инвалид, соседка у меня, это самая, сыну инвалида. Ну, надежда была, что нас вроде бы не оставят, и не оставили действительно. Спасибо Господу Богу, что нас не оставили, в принципе. Они приехали, мы радости было не знаю сколько, мы быстро заскочили, как молодые все равно в этот БТР, вот так вот сидели и радовались, что мы отсюда уезжаем, с этого ада. До Бурштадатского доехали, там 3, я не знаю, или сколько там автобуса стояли, уже нас ждали. Организованно в сопровождении МЧС мы доехали до Курска, нас привезли сюда. Сразу в общежитие. Нам дали по этой комнате, все это рассказали, кормят нас отлично. В принципе, мы вот на сегодняшний день ситуацию, мы как, а что нам еще? Что нам еще? Ну что? Ничего. Спасибо. Кормят. Все, лежим в кровати отдельно, душ есть горячий, это самое, кухня рядом, у нас есть микроволновка новая, холодильник и чайник электрический, то, что нужно. В принципе, оно нам как бы и не очень нужно, потому что нас кормят здесь, мы не поедаем, просто отменно. И, в общем-то, из одежды что-то это самое, что-то где-то подкупим, где-то что-то. Лекарствами обеспечены, в общем-то, ну как вот, хотя мы как бы особо не прихватили, но все равно основное прихватили, а что нет, все нас обеспечивают, спасибо. Сейчас на твой город украинский солдат сидит. Украинский солдат есть на твой город. Что вы могу сказать за них? Что вы можете им сказать украинцам? Вы знаете, вот на этот счет, вот прям вот каша у меня в голове, и не могу даже сказать, что. Не люди, наверное, я не знаю. Что они мирных жителей обстреливали, вот Суджу все разгромили. Просто. Суджу все разгромили, разбили. Все здания, административные, магазины, жилые даже дома, вот все. Вот людей, я не могу сказать, где кого. Ну, убивали, я даже знаю знакомых, или на мине подорвался, или, скорее всего, он вернулся зачем-то. Его убили. Вот Миша, что нет, не буду говорить, потому что не нужно это. Вот. Ну, не могу сказать. Как вы знаете, украинский стреляет на мирный? Их намерение, они стреляют намеренно по мирным жителям? А как я могу сказать? Я думаю, что может намеренно, а может быть и не намеренно. Да, вот как бы вот слух такой, что вот как бы по военным, вроде бы как, ну попадают в нас, мы думаем. Вот прям намеренно, чтобы в какой-то дом попасть. Дроны, я не знаю, дроны, может там кто-то несведущий вот это вот их. Ну у вас были в доме военные? Вот они стреляли по вас? У вас не были? Не было. Но они, не, понимаете, они вот станционную часть, это самое, Суджи, стреляли. 7-го, по-моему, даже в основном станционную. А саму Суджу, по-моему, это где-то было 6-го. Ну, насколько я помню. Что я могу сказать?
Ничего не могу сказать. Административное здание, все. Они сначала же стреляли в это самое, на подстанции, потом на эти самые, на заправки. Заправки. Да, заправки, подстанции, как бы в начале все это было, и, в общем-то, мы как бы, нет, это самое, ну, потом света не стало, воды не стало. Ну, что я могу сказать, что мы там, это самое, что мы понимаем? Скажите, домой хочется? Домой хочется, а вы знаете, а там же развал полнейший, если честно. У нас там такая инфраструктура была возле наших этих самых, конечно, все. У нас бассейн там сделали, мегаспор, у нас магазин, у нас МФЦ возле наших домов. Мы радовались, я не знаю как. Вот просто радовались, наверное, сглазили все это. А теперь все. Я не знаю, что там, я не знаю. Информация очень разнообразная, поэтому мы что слушаем, а что не слушаем, как вам сказать. Потому что верить, не верить. Будем смотреть, что дальше будет. Сегодня прорвали эти украинцы и бомбят наши дома. Твои дома? Наши, да, дома там. И- Один дом сожгли совсем. Вот. Это стены подходили. Ну, там бои идут. Ага. И почему они сделали это, как вы думаете? Может, они думали войны там? Не знаю я. Ну, там наши были мирные люди. Войны не было? Не было у нас военных, не было. Откуда вы? Да. Из Суджи. Да? Именно Суджи, да? Да. Ну как, Залежин. Ага. И что произошло там? 3 часа ночи. Начали стрелять. Да раньше, в 12 где-то. Нет, 3 часа. Почему 3 часа ночи. Ну, пускай. Начали стрелять. И Нам куда деваться? Кто был стреляет? В смысле? Кто стреляет? Сопредельная территория. С Украины начали стрелять. Дроны летать, ракеты летели. Ракеты наши РСЗО сбивались била. сначала. Ну, а потом начали как кошмарить из танковых, с пушек. Танки? Да. С танок, с пушек начали стрелять. Подъехала. Взрывы в городе начались. Украинские танки? Да, А чьи же? да. Украинские, конечно. А может, американские, бог знает, чьи они там. И они стреляют по городу? По а почем городу, же? по, По жи- городу. по жилым кварталам, по селу, по Залежинке. Били По людям начали прямой бить. наводкой, можно сказать. На гражданский? Да, на гражданском. Военных Может- там не было. Военные были где-то на границе в лесу, а в городе то не было военных. Они по городу начали стрелять. Может, украинский думал войны там или... Да откуда они летали, целую неделю дроном смотрели? Они кошмарят уже больше месяца. Ну, как, Они- как вы думал, почему они стреляют на мирных? Почему? Потому что Вот, да вы у них спросите, а почему не стреляют? они знали прекрасно, что там военных нет, они стреляли. Ну, там сейчас их солдат, украинский солдат, да? Там сейчас хохлы стоят, да, украинские солдаты, в Судже. Если вы есть уверен, говори, это украинский солдат, который на твоем городе, что сказать они? Шакалы они. Время придет, придем головы тоже будем крутить, как они наших расстреливают. Ни за что. Мирных жителей Мирных расстреливали. людей расстреливают, машины расстреливают. Плен позабирали, гражданские машины, уезжали люди из города, они их, грубо говоря, дронами бомбили. Мирный. Да, именно мирные машины, именно мирных людей. Все прекрасно знают люди, кто погиб. Вы думаете, наши ребята по головке их гладить будут? Время придет, ответят за все. И что вы могу сказать, украинский солдат? Зря они это делают. Просто-напросто зря. Пускай они подумают своей головой. Потому что так просто, это ж не, все равно мы наши не отдадим земли, и они зря сюда пришли. И если могу сказать Зеленский несколько слов, что могу сказать он? А Зеленский это просто-напросто выполняет приказы американцев. Все. Он своей головой не живет. Как зовут? Меня Виктор. Михаил. Очень приятно, я Патрик. Что, вы откуда? Мы из Суджи, город Суджи. И что произошло там? Ничего, я работаю в Москве сам. Семья, жена моя были в Судже.
Ну как, начало в Судже. Мы живем в самом городе Суджа. Мои родители живут в деревне Михайловка. Я был в Москве. Рабочий день начался с того, что мне начала звонить жена, там в слезах, нас обстреливают, мы в подвалах. И все. Я быстро с работы сорвался. Мой отец забрал к себе домой мою жену, бабулю, брата в деревню Михайловка. Мы приехали. Думали, пересидим, как побахает и поедем обратно. Но когда уже сказали то, что украинцы зашли уже на территорию Суджи, уже прям в центр города, считай, и мы уехали вообще. Уехали за Курск. И все. Потом мы по новостям, по слухам поняли, то, что уже не вариант туда возвращаться, и приехали сюда. Сейчас, как вы сказали, украинский на твой город сейчас. Да, да. И если вы могу поговорить несколько слов, украинский солдат, который сидит на твоем доме сейчас, что вы могу сказать? Украинскому солдату? Да. Да что, они знают, что делают. Главное, чтобы у них была своя голова на плечах. Я не могу ничего им сказать. И опять же, кто знает, там говорят и французы, и поляки. Может, там даже украинцев нет. Непонятно ничего. Дрон там не летит. Там не летит. Можно один вопрос? Вы откуда? Бегоща. Рижского района она. Да, что произошло там? Что произошло там? Бьют. Зеленская лезет, никак его курву не убьют. Суку, блядь. Промахав свой Украину, пропил наркоман, а теперь лезет шаво в Россию. Ну и все, больше нет. И сейчас там украинский солдат, да? Да, лезут же, уже до Курска лезут. И что могу сказать о их солдат, который там? А что их? Мало наших побили. Ребят лежать у ямках по 20 лет. Лучше б Зеленской сбать, да нам бы и с тем тварям бы лежал. Сдох бы лежал. Все, извините. До свидания. До свидания. All right, so you've seen it from the eyewitnesses themselves, the people that lived under these attacks. We don't make the news, we show you what the facts are. Please like, share, and subscribe.